Приветствую вас, дорогие друзья! Начинаю новый мастер-класс по каркасной игрушке Кобра Пелагея. Так как в преддверии наступающего Нового года игрушки змейки особенно актуальны. И хочется, чтобы вы успели связать на подарки любимым, родным, близким людям или, возможно, для себя, для семьи. Вот, чтобы успели связать до Нового года, я стараюсь делать мастер-классы заранее. Хочу также выразить огромную благодарность вам за поддержку. Благодаря тому, что вы подписываетесь, ставите лайки, пишите комментарии, я вижу, что мастер-классы, что контент, который я записываю и публикую, он полезен вам и интересен. Мне это очень приятно и вдохновляет, и дальше вдохновляет на то, чтобы дальше создавать мастер-классы для вас и вообще трудиться в этом направлении. Поэтому огромная вам благодарность. Для меня это очень ценно. Сейчас по поводу игрушечки. Такой мини-обзор. Кобру я вязала крючком и спицами. Спицами связано только тело. Вот это. Мне хотелось, чтобы была именно такая фактура. Вот, похожа на кожу змеи такими чешуйками. Но если вам неудобно спицами вязать, там не хочется, по любым причинам, это не принципиально. То есть вот хвостик, он связан крючком, и вы просто можете этот хвостик продолжать вязать на необходимую длину до капюшона. То есть это не принципиально. Единственное, что хотела бы сказать, так как полотно, когда связано спицами, сама игрушка, она получается более мягкая, а крючком все-таки поплотнее. Поэтому вот этот момент учитывайте. И тут, конечно же, все по вашему желанию, на ваше усмотрение. То есть все как вам больше нравится. Что касается длины, длина может быть любая, какая вам нравится тоже. Можно сделать подлиннее, покороче, тоже не принципиально. Единственное, что учитывайте тогда длину проволочного каркаса. Еще хотела бы сказать, что эта змейка вяжется достаточно быстро и несложно. Вот здесь я использую вышивку, то есть вышивка буквально вот здесь для глазок. Также ажурные мотивы для короны. Вот использую. Колечко, это просто гусеничка, вязаная крючком. И ленточное кружево. Автор мотивов вот этих вот кружевных, ажурных, не я автор. Вот этот мотив несколько лет назад я увидела на ютубе. Я тогда увлекалась тоже вязанием вот таких вот ажурных узоров. И вот этот мотив, это у другого автора. Ссылочки я оставлю в описании под видео. Если, возможно, вам интересно. Мне очень нравится, как объясняют, показывают. Ну, в общем, если будет интересно, пожалуйста, переходите, посмотрите. Мне, во всяком случае, очень понравилось. Также здесь я делала несложную утяжку на мордочке. Вот здесь буквально только вот этот верх. Также момент. Здесь я использую каркасную проволочную основу. И вот этот вот отрезок, вот этот, я на этом отрезке, вернее проволочку, я скручиваю между собой для того, чтобы придать более жесткую такую форму, более плотную, потому что за счет капюшона широкого, голова и корона, в общем, вот эта часть, она достаточно такая потяжелее, чем тело. И если не уплотнять вот эту проволочку, то форму будет держать не очень, будет шататься и, возможно,
количество положений, скажем так, у игрушки будет более ограничено. Это все в процессе я расскажу, покажу. Игрушка эта вяжется достаточно быстро. Также по поводу цветов. Комбинировать можно любые цвета, которые вам нравятся. Я уверена, будет очень красиво в разных цветах. Я вот, например, буду в мастер-классе демонстрировать, вязать буду сиреневую, фиолетовую кобру. Вот у меня прям возникло желание такое сделать, яркую, фиолетового цвета. Вот перечень вот этих цветов я напишу под видео. Ну а сейчас уже расскажу по цветам, которые я буду использовать. Ну и также инструменты. Форму, как держит змея, я думаю, вы уже видели в коротеньких видео. Я их выставляла несколько. 3, по-моему, видео есть на канале. Вот, поэтому, если интересно, можете зайти посмотреть, как она именно уже в таком вертикальном положении выглядит. Здесь просто на камеру не очень удобно продемонстрировать. Вот еще раз сейчас вот так ее вам покажу, как выглядит она в руках. Животик, спинка, колечко, корона, глазки. Вот такая игрушка. Вот сейчас расскажу по материалам. Итак, по материалам. Я перечислю сейчас цвета, которые я буду демонстрировать в мастер-классе. Вдруг вам понравится и вы захотите связать такую же. И напомню, что цвета по вот этой вот змейке, они будут в описании. Итак, я буду использовать ниточку Yarn Art Etamin. Это 100% акрил и в 30 граммах 180 метров. Перечислю цвета. На капюшон я буду использовать такой ярко-фиолетовый. Это 431 номер. Основной цвет тела это у меня будет 430 цвет. Животик я буду белый делать, белого цвета, 421 цвет. Вместо черного полосочки планирую сделать синего цвета, это 429. Вот это я не знаю, буду или этот цвет использовать. Это на маленькую полосочку вот здесь под черным цветом. Посмотрю. Это 462, а это серый 449C. То есть не знаю, я посмотрю, выберу, какой больше понравится. Также черный буду использовать для глазок. Это 422. И глазки я такие же буду делать. Желтый с оранжевым. Желтый это 439. Оранжевый 446. По пряже это в принципе все. Также необходим будет холофайбер. Спицы, если вы будете вязать спицами, я буду использовать 2,5, крючок номер 1, ножнички нужны будут, также проволока, я использую диаметром 1,4, нужно будет, у меня длина змеи получается где-то 85 сантиметров, а длина от хвостика до капюшона у меня получается 56 сантиметров. И на эту длину я использую проволоки, но там до 2 метров, может 1,70 м, то есть где-то так, от 1,5 до 2. Вот проволока необходима.
Также для обмотки проволоки я использую вот обычный пластырь рулонный на тканевой основе, для того, чтобы повышалась износостойкость игрушки и чтобы проволока не поломалась, а даже если каким-то образом она и поломается, чтобы ни в коем случае не повредила, не нанесла вред там или ребенку, кто будет играться, и вообще она не вылезет через обмотку, через пластырь. Также необходимо будут линеечка и сантиметровая лента, и булавочки, вот такие иголочки, вернее, для разметки, иголочка для сшивания деталей с большим ушком и обязательно тоненькая иголочка, у меня она такая уже такой формы, вот тоненькая иголочка для вышивки, потому что глаз там небольшой, и толстой иглой его будет просто очень сложно сделать вышивку. В общем, обязательно вот тоненькая иголочка, чтобы была. По материалам это в принципе все. Я надеюсь, мастер-класс будет вам интересен, полезен. Я желаю вам вдохновения, желаю, чтобы у вас все получилось. И если у вас вдруг будут вопросы в процессе вязания, пожалуйста, пишите в комментариях. Я всегда открыта для того, чтобы помочь, что-то дополнительно пояснить, возможно, даже там видео дополнительное заснять. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь. Еще раз благодарю вас за внимание, за просмотр, за поддержку. И до новой встречи. В следующем видео начнем вязать кобру. Пока-пока.